Всем привет, танкисты! Вы находитесь на официальном канале Вот Блиц, и сегодня мы поговорим о КВ-2, или просто советский бревномет. Казалось бы, что о нем можно еще сказать, ведь уже столько разных видосов по этому танку имеется. Тут вам и обзоры, и фрагмувики, и всего прочего, чего только душе угодно. Но вот все вместе, в комплексе, да еще и с красивой подачей, таких роликов днем с огнем не сыщешь. Поэтому мы решили разбавить этот архив и своим видео. Так что усаживайся поудобнее и приятного просмотра. Свои корни КВ-2, а точнее гусеницы, растут от не менее лютой имбы на своем уровне КВ-1. Корпус тут ровным счетом абсолютно идентичный, но есть один, ну уж совсем маленький, в кавычках, аспект, который кардинальным счетом полностью меняет геймплей нашего красавца. Это новая башня, которая по своим размерам напоминает трансформаторную будку. Но это не самое главное преимущество нового скворечника. Плюсы здесь заключаются в возможности установки 107 мм орудия с грозным названием ЗИС-6, или в простонародье карандаш. Серьезно? Да кому нужна эта пука, если сюда можно вкорячить тот самый бревномет, который может стрелять 152 миллиметровыми болванками на 6-то уровне? А давайте, знаете как, подведем ряд плюсов и минусов обоих орудий. Первое орудие имеет отличный ДПМ, и на секундочку ровно такое же орудие имеет КВ-5. Какой же противовес может поставить бревномет? Баба! Ну что же, звучит убедительно. Продолжим. Карандаш имеет гораздо лучшую точность и сведения. Что ответит на это бревномет? Баба! Да чтоб тебя, опять читами пользуешься? Ну ладно. Зиска может похвастаться комфортным пробитием по сравнению с... А неважно. Любой игрок, даже тот, который только пришел в игру, прекрасно знает, что легендарный КВ-2 надо катать именно на фугасном орудии. В противном случае ты рискуешь остаться без тех самых эмоций и положительных впечатлений от игры на этом агрегате. Не, ну, конечно, бревномет будет косить, и причем довольно часто даже при полном сведении. Но одно такое попадание сразу дает понять, что не зря родимую качал. Если составлять абсолютно любой топ с фановыми танками, то всегда КВ-2 будет занимать только почетные места. Возможно, однажды вы ради эксперимента решите на этот сарай поставить ЗИС-6. Ну мало ли там переклинило, статист посоветовал или вообще котята родились. Хотя не знаю, при чем тут это. Вы сразу поймете, что нету тут той самой изюминки, той самой фишки, ради чего и стоило выкачивать этого монстра. Тот, кто помнит еще те бородатые времена, когда балансил в рандоме плюс-минус 2 уровня, этот советский агрегат, находясь даже внизу списка, не чувствовал себя мальчиком для битья. Порой бывало даже наоборот, когда восьмерки чувствовали себя жертвой для нашего хищника. И как я сказал ранее, поскольку этот ролик будет полон только всем самым лучшим, то напоследок оставлю вам несколько вставок с шикарными выстрелами. Ну или, как вы называете, фрагмуви. Так что наслаждайтесь.
сожалению, на этом все. Полюбовались и хватит. Спасибо тебе, дорогой друг, удачи тебе на полях сражений и до встречи!